Дорогие друзья, коллеги, я очень рад вас всех видеть. Добро пожаловать. Знаю, что вы успешно провели очередное заседание парламентской ассамблеи ОДКБ. Обсудили важные вопросы, касающиеся законодательного обеспечения взаимодействия государств-членов организации в сфере обороны, военного строительства, реагирования кризисного борьбы с терроризмом, с наркотрафиком, с оргпреступностью. Наметили планы нормотворческой деятельности в контексте решений, одобренных моими уже коллегами, лидерами государства ОДКБ совсем недавно, в ноябре в Астане. Сегодня в России, вы уже, наверное, обратили на это внимание, отмечается День героев Отечества, и в эту памятную дату мы чествуем героев, кавалеров орденов боевых, отдаем дань уважения всем нашим предкам и современникам, проявившим отвагу и самоотверженность во имя Родины. И, конечно, вспоминаем о бессмертном подвиге наших с вами отцов, дедов, которые защищали наше общее Отечество в годы Великой Отечественной войны. Это наша общая победа, плечом к плечу наши народы ковали эту победу в ходе Великой Отечественной войны. И в следующем году, как известно, мы будем праздновать знаменательную дату 80-летия победы нашего народа в этой битве. Во всех странах ОДКБ пройдут памятно-мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия. И мы, конечно же, ждем лидеров государств, членов ОДКБ, в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади. Важно, что государства, участники ОДКБ, сообща активно работают над сохранением исторической правды, памяти о том, какой ценой досталась нам победа над нацизмом. Как известно, на Астанинском саммите, о котором я только что упомянул, было условлено продолжить совместные усилия на данном поприще, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году общей победы как общей ценности для всего человечества. И в этой связи весьма актуальными представляются одобренные на вашем заседании рекомендации парламентом по противодействию внешним деструктивным попыткам ревизии и искажения исторической правды о Второй мировой войне, а также обращение к парламентам всех стран мира в честь юбилея этой нашей победы. Я хотел бы также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки. Мы твердо привержены задачей укрепления организации, повышения ее авторитета в роли обеспечения мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве. Солидарно выступаем за формирование справедливого, многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития. Согласованные подходы ОДКБ к ключевым региональным и международным проблемам находят свое отражение, в том числе в регулярно принимаемых по линии парламентской ассамблеи политических заявлений. Это вроде бы такой общий документ с общими фразами и представлениями о нашей совместной работе, но это не просто фраза. В нем отражается смысл нашей совместной работы. Кроме того, законодатели стран ОДКБ вносят весомый вклад и в гармонизацию правового регулирования деятельности компетентных органов и спецслужб. Своевременно подготовлены концепции миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконной миграцией. В этом заинтересована и Россия, и наши партнеры, потому что все должно приниматься своевременно, тем, чтобы и те люди, которые передвигаются в рамках нашего объединения из одной страны в другую, работают, чтобы и местные граждане чувствовали себя спокойно, уверенно в безопасности, и те, кто приезжают, были готовы к этой работе.
понимали бы, куда они приезжают, знали язык той страны, где они предполагают жить и работать, пользовались социальными возможностями и гарантиями. И они, и члены их семей. Но так, повторю еще раз, чтобы это было комфортно и тем людям, которые живут в той или иной стране на постоянной основе, гражданами, которые они являются, и, безусловно, требуют от государства обеспечения своих прав, гарантий в области трудового законодательства и безопасности. Это, безусловно, мы должны иметь в виду. Знаю, что разработан соответствующий модельный законопроект вами, который может быть использован участниками организации для оптимизации национального регулирования и недопущения военно-биологической активности. Очень важное направление нашей совместной работы. Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территориях иностранных государств, в том числе наших государств, и мы без всякого сомнения должны понимать, что происходит в этих лабораториях. Есть ли там угрозы, если есть, то какие они, и как противодействовать этим угрозам. Столь же предметно парламентская ассамблея занимается тематикой информационной безопасности. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, насколько это важно, и мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы обеспечивать безопасность, а с другой стороны не стоять, что называется, на пути прогресса и своими действиями не мешать развивать те сферы деятельности, которые, безусловно, способствовали бы и нашему собственному развитию. Вот это непростая задача, но в этой связи, конечно, особое внимание требует к себе и регулированные сети интернет, создание и правовое регулирование, все, что связано с искусственным интеллектом, с робототехникой, использованием больших данных. Здесь нужно тоже обеспечить и эффективное использование всех этих возможностей для развития экономики, социальной сферы, но в то же время и обеспечить безопасность наших граждан и их права, в том числе на права на личную жизнь, права на частную жизнь, на то, чтобы государство не вмешивалось необоснованно в те сферы деятельности, которые человек, безусловно, считает своей, что называется, своим тылом, своей семьей, своим домом. Вот здесь должна быть выработана такая гармония и взаимодействие на уровне государства и конкретного гражданина. Очень важно здесь правовое обеспечение этой работы. А когда мы это делаем вместе, то это создает единое пространство. И правовое пространство, и гуманитарное в самом широком смысле этого слова. Рассчитываем, что законодатели наших стран внесут свою лепту и в решение такой насущной задачи, как противодействие распространению недостоверной информации и навязыванию извне деструктивных идеологических установок. Традиционные ценности, о которых мы говорим, вне зависимости от того, какая религия является главенствующей в той или иной стране, традиционные ценности у нас в целом одинаковые. Мы это осознаем, мы это знаем, в том числе со времен еще Советского Союза, когда все наши страны жили в составе единого государства. И очень хорошо, что контакты идут и по линии гражданского общества, по линии религиозных организаций, но, безусловно, все это вместе консолидировать призваны парламентарии, которые напрямую работают с людьми, защищая интересы своих избирателей. Еще одно направление, на которое, как представляете, нужно обратить внимание, это поддержка военно-технического и военно-экономического сотрудничества. Тем более это актуально для стран такой организации, как Организация о коллективной безопасности, договор о коллективной безопасности. В нынешней непростой международной обстановке важно обеспечить технологическое лидерство стран ОДКБ в оборонной сфере. Необходимо вместе работать над вопросами стандартизации вооружения и военной техники, развития многостороннего взаимодействия конкретных предприятий, целых отраслей производства, так или иначе связанных с оборонной сферой. И, конечно, одним из ключевых элементов деятельности Ассамблеи был и остается мониторинг выборов в странах-участницах.
Парламентская ассамблея ОДКБ по праву получила широкое международное признание, наладила тесное взаимодействие с соответствующими международными структурами, такими как Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, многими странами Латинской Америки и Африки. И в заключение хотел бы подчеркнуть, что без вашей поддержки, без поддержки общественности, различных политических сил, которые вы представляете, решать стоящие перед государствами ОДКБ задачи было бы очень сложно, а практически невозможно. Потому что по каждому направлению нужно законодательное сопровождение, нужны законодательные акты. И, конечно, на ваших встречах вы определяете общие принципы, которые в конечном итоге должны ложиться и в национальное законодательство. Все это имеет чрезвычайно важное значение. Хочу вас поблагодарить, что вы собрались сегодня в Москве, именно в Москве, и пожелать вашей работе всего самого доброго. И сейчас, и в ближайшем будущем, в ближайшей перспективе. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, парламентский формат Организации договора коллективной безопасности развивается. Надо сказать, что мы прошли непростой этап становления, потому что, когда речь идет о гармонизации законодательства, надо, прежде чем выносить модельный акт или решение для принятия в рамках парламентской ассамблеи Организации договора коллективной безопасности, согласовать с каждой страной-участницей. И это непростая задача, потому что там уже каждая норма требует обсуждения, выверенной позиции, потому что мы решение принимаем консолидированно. Только в этом случае выносится закон, модельный акт для рассмотрения в рамках парламентской ассамблеи. Сегодня таких модельных правовых актов было принято 8. Это вопросы, связанные с обеспечением безопасности, обороны стран Организации договора коллективной безопасности. Это вопросы, имеющие отношение к миграционным процессам, информационной безопасности. Но мы всегда исходим из повестки, которая определяется главами государств, потому что одна из задач депутатского корпуса, парламентов, участников Организации договора коллективной безопасности законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств. Поэтому это процесс, в рамках которого динамику и решения задают руководители стран АДКБ. Со своей стороны хотел бы высказать слова благодарности за то, что вы всегда в своем графике и вообще в ходе работы уделяете внимание парламентскому измерению. Потому что парламентское измерение невозможно развить, если только не будут созданы условия и не будут приниматься решения. Но, как мы видим, сегодня во время вызовов, угроз и препятствий, которые существуют, именно парламентское измерение стало той формой, когда мы ведем диалог с нашими коллегами, находим решения, понимаем лучше друг друга, потому что без диалога нет доверия, без доверия нет развития. И мы в своей деятельности именно такую форму избрали, при этом проводим заседания Совета в стране председательствующей в Организации договора коллективной безопасности. В этом году это был Казахстан, Алматы. На будущий год страна председательствующая Киргизия. Мы договорились провести заседание Совета в Бишкеке, а итоговые заседания, так же как сегодня это сделали, заседание парламентской ассамблеи, проводим в Москве. Ищем новые формы сотрудничества с тем, чтобы парламентская ассамблея становилась более эффективной, ну и, конечно, помогала главам государств в решении задач, которые ставятся в рамках АДКБ. Еще раз хочется высказать слова благодарности, потому что действительно мы чувствуем внимание руководителей государств. И в Казахстане встречались с президентом Казахстана, он со своей стороны, как лидер государства, председательствующий в АДКБ, высказал предложения и задачи, которые затем обсуждались уже в ходе сессии с участием
президента Российской Федерации, других глав государств. Это стало основой нашей повестки. Она была емкая, но мы ее сегодня рассмотрели, потому что готовились к этому достаточно долго и вырабатывали решения на принципах консенсуса и умения слышать друг друга, потому что там каждое слово выверялось. Принятое заявление, они, на наш взгляд, отражают сегодняшнюю повестку. Это вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, а также, конечно, мы готовимся к следующему 2025 году. Для нас это год особый, год нашей общей победы. Это тоже стало темой сегодняшней нашей работы. Спасибо. Спасибо большое.